Приветствую, дорогие друзья, с вами не опять снова Волкер. Что ж, я не просто так выпустил это видео, дело в том, что открыли бета-тест обновления в Universalis, и сегодня я расскажу все о грядущем обновлении. Первое, что бросается в глаза, это добавили туман войны. Теперь, если страна далеко и не имеет с вами общих границ, она не видит вашу армию вообще, как вы можете видеть на геймплее, который я записал. Также добавили политические отношения. Как вы можете заметить, теперь вы можете с помощью дипломатии, теперь у вас и пишется, какие у вас отношения со страной, с помощью дипломатии присоединить ее, если она ваш вассал. То есть вот эта вот черточка сверху, это, так сказать, ваши отношения со страной. Там написано, какие модификаторы к этому влияют. Также теперь у страны максимум всего 4 политических действий. В политические действия входят протектораты. То есть, например, Испания протектит Шотландию. Если нападет Англия, то Испания вмешается. Также улучшение отношений. Улучшение отношений не навсегда, но на время. Также союзы входят в эту линию. И вот модификаторы могут быть исторические к отношениям, как у Польши, например. У них с Литовским княжеством охеренные отношения, я тестил. Да. Ну еще вассалы, по-моему, считаются как за политическое действие, да. То есть теперь Франция, допустим, не сможет спамить на Голландию протекторатами и так далее, что очень хорошо. Также теперь у стран многих изначально есть вассалы и союзники. Союзники 100% вступают в бой за вас теперь. Кстати говоря, Ишка, то есть, может стать вашим союзником. И, кстати, тут дипломатия теперь очень похожа на Total War. То, что в зависимости от отношений со страной зависит и шанс заключения союза. Тут я немножко затупил, я Ctrl нажимал вместо шифта, не обращайте внимания. Ну и так вот, также может ухудшаться отношения с страной, если у вас союз со страной, с которой она воюет, или же которую она объявила соперником. Также может улучшаться, если вы объявили соперником страну, с которой она воюет или же соперничает. Да, и также может улучшаться отношения за то, что вы участвуете оба в одной войне, что немаловажно. Короче, тут теперь разбрасывать всем странам союзников и вассалов изначально. Также, кстати, добавили перемирие у всех наций изначально. Например, у Испании перемирие с Гранадским халифатом изначально идет. И вообще в целом охеренное обновление, я вам скажу. То есть теперь никто абузить не сможет и так далее. Ну а теперь к более высоким, более весомым изменениям я сюда представлю табличку со всеми изменениями. Но я пока что скажу устно. Добавлен полнофункциональный режим тумана войны, то есть никто ничего не видит. Добавлена поддержка телефонов, и может теперь создавать альянсы, и может создавать соперников, и может защищать другие нации, то есть протекторатом их объявлять. Также он может вводить эмбарго на вас, да, не удивляйтесь. Теперь размер создания сервера уменьшен с 20 до 15, и максимальный размер сервера с 30 до 25. Добавлена дипломатия. В дипломатию добавлены такие аспекты, как улучшение отношений, дипломатическая аннексация для присоединения вассалов. Также искусственный интеллект проапгрейдили. Да-да-да. Также у нации теперь есть бонусы свои исторические дипломатии. Добавлен лимит дипломатии. 3 на публичных серверах, 4 на частных серверах. То есть тройка. Это у меня на частном 4, я не досчитал даже. Кстати, теперь политика более добротно идет к концу месяца.
о чем и написано вроде как. А, теперь добавили, кстати, счетчик войны в этот, в Варскор, где вы объявляете войну, и у вас Варскор пишется, там потери ваши. Теперь, так вот, еще добавили то, что... Еще добавили снижение стоимости освобождения вассалов, объединенный пользовательский интерфейс, нарушение договоров. При нарушении договоров не используется дипломатия, вот этот вот лимит, который. Также обновили эту админскую панельку. Там теперь больше всяких вещичек. Также удалена священная война. Вассалы не могут объявлять войну теперь. Теперь, кстати, еще улучшили идеи. Теперь максимум вкачать их на 5, 7,5 каждый процентов будет капать. Исправлены проблемы с поиском пути кораблей. Улучшен поиск пути вблизи воды. Добавлена кнопка для списка игроков для мобильных устройств. То есть таблица лидеров для мобилок. Звук, сопровождающий битву в 6 раз, это не важно. Кстати, создание ячеек для строительства дополнительных требует меньше энергии. Защита увеличивает мощность проекции на 10%. То есть защита. Кстати, ширина поля боя больше не замедляет сражение. Эффект остается прежним. И как добавили выделение для кораблей полное. Еще улучшили объединение армии. Фото, там какие-то баги были, но вы видели. Кстати, я, по-моему, в ТГ кидал. И нельзя вступать в сражение на заблокированной прямой линии. То есть вот линия заблокирована, и вы не можете вступать в сражение. Я не знаю, как это работать будет. Но пока что вроде на бете все охеренно выглядит. Ну что ж, на этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр. И счастья вам, дорогие друзья. Я, кстати, думаю сделать ролик с ивентом. Поэтому заходите в мой телеграм-канал. Я там объявляю об ивентах. Мне для видео нужно будет потому что сделать. Я думаю, сейчас перейду на основные две игры. Это Universalis Remastered и Be a King. Ой, Be the King. Это очень ранняя бета-версия, но мне понравилась. Она чем-то напоминает Crusader Kings. Ладно, не буду вас задерживать. Удачи!